Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в удивительный мир природы и познакомимся с самыми плодовитыми животными на планете. Каждый из нас когда-либо задумывался о том, как природа умудряется создавать такое разнообразие жизни. Почему одни виды способны приносить на свет десятки потомков за один год, в то время как другие заботятся о каждом из них по отдельности? В этом видео мы раскроем самых репродуктивных животных, которые удивляют не только количеством новорожденных, но и скоростью достижения половой зрелости. Вы узнаете, сколько потомков за один помет появляется на свет у крыс, песцов, морских черепах, хорьков и других плодовитых животных. Приготовьтесь к знакомству с настоящими чемпионами по размножению. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь устраивайтесь поудобнее. Впереди нас ждет много интересного. Горностаи. Горностаи – ценные пушные зверьки семейства куньих. Они обитают в арктической, субарктической и умеренной зонах Евразии и Северной Америки. Горностай имеет своеобразный облик, тонкое, очень гибкое тело, живая закругленная мордочка с небольшими ушами, длинный пушистый хвост, очень короткие лапы с острыми тонкими когтями. Длина тела горностая в среднем достигает 26 сантиметров, а вес – 200 граммов. Горностаи размножаются один раз в году. Половая активность у самцов продолжается 4 месяца. С середины февраля до начала июня. Беременность у самок отличается длинной латентной стадией. Всего она длится 9-10 месяцев, так что детеныши появляются в апреле-мае следующего года. Количество детенышей в пометах колеблется от 3 до 18, в среднем 4-9. Горностаи полигамны, поэтому воспитанием потомства занимается только самка. Малыши рождаются слепыми, беззубыми и покрытыми редкой белой шерстью. В 2-3 месяца по размерам они становятся неотличимы от взрослых. В этом возрасте самки уже достигают половой зрелости, а самцы лишь в возрасте 11-14 месяцев. Койоты или луговые волки. Койоты – хищные млекопитающие из семейства псовых, которые значительно меньше обыкновенных волков. Масса самцов редко превышает 20-22 килограмма. Во внешности этих хищников есть черты как волка, так и лисицы. Морда уже, чем у волка, но не настолько вытянута, как у лисицы. Койоты обитают в Северной Америке в обширных степях с невысокой травой. Они придерживаются моногамии и образуют пару на всю жизнь. Койоты живут семейными группами, пара родителей и несколько молодых зверей. Иногда стая может принимать одиночное молодое животное. Период размножения длится с января по февраль, а беременность 60-65 дней. Обычно в помете бывает около 5-10 щенят, но известны случаи появления на свет и 19 детенышей. Однако для многих из них голод и хищники становятся первым и непреодолимым препятствием, и большинство детенышей гибнет. Песцы. Милые и проворные полярные хищники с роскошным белоснежным мехом и уникальной способностью к маскировке. Все это о песцах. Взрослые особи достигают 75 сантиметров в длину, а весят в среднем около 4 килограммов. Внешний вид очень напоминает обыкновенную лисицу, однако песцы очень стойкие животные, которые прекрасно приспособлены к жизни в суровых условиях Северного полярного круга. К тому же, как для хищников, эти звери очень плодовитые. Песцы – моногамные животные, которые предпочитают жить целыми семьями. Беременность самки длится около 57 дней. Мать способна произвести на свет от 7 до 12 малышей. Довольно часто это число может достигать 20. О потомстве заботятся как самка, так и самец. Интересно, что песцы могут воспитывать и чужих детенышей, а в обширных норах могут даже соединяться 2 семьи. Тогда в одной колонии оказывается до 40 и более щенков. Детеныши песцов растут и развиваются быстро. Размножаться они могут уже на следующий год, хотя полного развития достигают лишь к 2 годам. Полосатые тенреки или мадагаскарские ежи. Это как раз те животные, которых не просто мало кто видел живьем или по телевизору, но даже и мало кто слышал, что такие вообще бывают. Эти зверьки отчасти похожи на привычных нам ежиков, у них есть длинные иголки и довольно милая ежиная мордочка.
Окрас у них как у тигра, только наоборот. На темном фоне ярко-желтые полоски. Полосатые тенреки обитают в кустарниковых зарослях и на болотах Мадагаскара. Колючие зверьки очень миниатюрные. Они весят в среднем 150 граммов при размере тела 15-18 сантиметров. Даже некоторые смартфоны весят больше. Однако в области размножения тенреков можно смело назвать рекордсменами. Животные очень быстро взрослеют, так что самки могут принести потомство в возрасте 5 недель после рождения. Брачный период начинается в сентябре-октябре и длится до декабря. Молодые рождаются в период с ноября по март после беременности, которая длится 55-63 дня. У самки рождается до 10 малышей. Детеныши развиваются и становятся половозрелыми быстро, что также увеличивает их шанс на выживание. Хорьки. Эти млекопитающие семейства куниих обитают в Северной Америке и Евразии. Хорьки, несмотря на свой безобидный внешний вид, являются хищниками, но угрозы для человека никакой не представляют, так как питаются мелкими зверьками. И, кстати, даже часто заводят в качестве домашних животных. В целом хорьки милые, игривые и очень плодовитые. Половая зрелость у хорьков наступает в возрасте 7-12 месяцев. Самцы хорьков способны к плодотворным спариваниям до 5 лет. Самки, как правило, успешно размножаются ежегодно, в продолжении 3-4 лет. Симпатичные хищницы рождают 2-3 раза в год, и в каждом помете бывает до 15 хорчат. Самки, рожающие впервые, как правило, приносят по 10 хорьков. Беременность длится 1,5 месяца. Детеныши рождаются беспомощными и имеют сильный неприятный запах. В 6 месяцев молодняк начинает самостоятельную жизнь. Половозрелость хорьков наступает примерно в 1 год, и затем новое поколение начинает стремительно размножаться. Виргинские опоссумы. Виргинский опоссум – сумчатое млекопитающее, обитающее на американском континенте. Самые крупные особи живут в северных районах, а самые мелкие – в тропиках. Длина тела северных опоссумов составляет 32-50 сантиметров, а вес может достигать 5,5 килограммов. Это самое плодовитое животное в США, а также самое плодовитое млекопитающее среди сумчатых. Брачный период у опоссумов проходит 2-3 раза в год. Беременность длится 12-13 дней. Самка приносит в среднем 8-12 детенышей. Изредка в одном помете бывает до 24 малышей. К сожалению, многие дети погибают, так как у матери всего 13 сосков. Детеныши появляются на свет очень слабыми и беззащитными. По виду они больше напоминают эмбрионы, чем сформировавшихся животных. При помощи когтей малыши добираются до выводковой сумки. В дальнейшем детеныши развиваются в сумке матери, почти не отрываясь от сосков. В 4-месячном возрасте виргинские опоссумы становятся полностью самостоятельными и отправляются на поиски своего личного домашнего участка. Молодые самки достигают половой зрелости к 9 месяцам и в природе редко живут более 1 репродуктивного сезона. Кролики. Вам наверняка известно расхожее выражение «плодовитые, как кролики». А ведь оно не просто из воздуха появилось, ведь кролики – самые плодовитые из домашних животных. Половое созревание организма и готовность к производству потомства у кроликов наступает уже в 3 месяца. Организм крольчих всегда готов к материнству. Самки рождают от 4 до 12 детишек и приносят приплод в среднем от 4 до 6 раз в год. А вынашивание малышей у этих пушистиков занимает всего 1 месяц. Крольчата рождаются слепыми и непокрытыми шерстью. Они полностью зависят от матери. Малыши растут очень быстро и в возрасте 2,5-3 недель выходят из гнезда. Однако повторно забеременеть крольчиха может уже на следующий день после родов. Сделав элементарные подсчеты, мы приходим к выводу, что 1 самка в год может приносить до 60 крольчат. Представляете масштаб их плодовитости? Это действительно впечатляет. Хомяки. Хомяки – небольшие, плотно сложенные грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина их тела варьируется от 5 до 34 сантиметров. В дикой природе хомяков можно встретить преимущественно в открытых засушливых ландшафтах всех континентов, кроме Антарктики и некоторых островов.
Хомяки – еще одни грызуны, озабоченные проблемой самосохранения вида. Но это логично, продолжительность жизни хомяков всего 3 года, а в дикой природе они живут намного меньше. Беременность наступает 3-4 раза в год и длится от 15 до 22 дней. В одном помете самочка приносит до 18 детенышей, которые достигают половой зрелости уже через 1,5-2 месяца после рождения. Новорожденные голые и слепые малыши надежно спрятаны в домике. В этот период хомячиху нельзя беспокоить, нельзя трогать малышей. Встревоженная мать может таскать детенышей из угла в угол в поисках укрытия или в панике поранить и загрызть новорожденного. А если новоиспеченная мамаша испытывает недостаток в белковых кормах или ей что-то не нравится, то она может съесть новорожденных. А кто сказал, что материнство – это легко? Морские черепахи. За один раз морская черепаха может отложить до 200 яиц. По всей видимости, это связано с большой смертностью молодняка. Из 1000 черепашат достигают взрослого возраста всего несколько. Как же тут не озаботиться размножением? К счастью, морские черепахи – долгожители. Средняя продолжительность их жизни определяется в 80 лет, и за всю свою жизнь они успевают обеспечить сохранность вида. Половая зрелость у самок наступает примерно в 30 лет. Они откладывают яйца в тех местах, где вылупились сами, для чего им приходится проплывать много километров. Самки выползают на сушу, выкапывают задними лапками кувшинообразную ямку в песке или ином грунте и откладывают в нее яйца. Затем ямка засыпается и утрамбовывается сверху. Количество яиц в гнезде зависит от вида морских черепах. В целом, в течение всего года гнездования, которое случается раз в 2 или 4 года, самка откладывает от 4 до 7 кладок по 100-200 яиц. Когда дело сделано, самка больше сюда не возвращается. Яйца и вылупившиеся черепашата остаются на произвол судьбы. Крысы. Эти млекопитающие семейства мышей широко распространены по всему земному шару. Однако это скорее минус, чем плюс. Мало того, что крысы сами по себе малоприятные, наносят вред сельскохозяйственным угодьям и являются переносчиками многих инфекций, так они еще и размножаются с невероятно высокой скоростью. Как такового брачного сезона у крыс не наблюдается. Зверьки способны размножаться круглый год, если помещение, где они поселились, отапливаемое. В других условиях размножение происходит в теплое время года, и пик половой активности приходится на весну и лето. Каждая самка серой крысы способна приносить потомство от 5 до 8 раз в год. Беременность длится 21 день, в помете бывает в среднем 8 детенышей, но может родиться и 12 крысят. Интересный факт. Самке крысы присуща уникальная способность. Она способна приостанавливать развитие эмбрионов на определенное время. Появившись на свет голыми и слепыми, маленькие крысы быстро развиваются. Спустя 3 недели они уже начинают самостоятельно искать корм. К 3-4 месяцам жизни крысы становятся половозрелыми. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, о каком из самых плодовитых животных вам было интереснее всего узнать.